И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 11 марта, и сегодня вечером итоговый обзор, что случилось, какие события на фронтах произошли, и так по порядку. Вечером пришло сообщение от губернатора Николаевской области Кима о том, что его гарнизон пытается контратаковать направление атаки северо-запад населенный пункт Гурьевка. Результаты этой ночной вылазки пока непонятны, но, как говорится, поживем, увидим, доживем до утра. Утром, я думаю, станет все понятно. Здесь пока больше никаких новостей нет. По Мариуполю, в целом ситуация постепенно проясняется. Очень похоже, что с запада и с востока две атакующие город группировки народной милиции ЛНР пытаются разрезать его на три части, изолировать оставшийся гарнизон в трех отдельных частях города. Понятно, это в первую очередь Азовсталь, также северный район города и в районе аэропорта, чтобы потом по очереди его добить. И судя по той скорости, с которой они сегодня продвигаются, расчленение группировки на 2 либо 3 части стоит ожидать примерно послезавтра. Завтра, думаю, еще не успеет, но послезавтра расчленение может быть. И добивание этих группировок будет продолжаться еще на протяжении не одного дня. То есть бои за город, я думаю, будут продолжаться не менее чем неделю. Что у нас дальше? По Волновахе. Утром была информация, думаю, все уже ее знаете, что Волноваху взяли. Сейчас российские войска наступают в район западнее Угледара и в район Курахова. Пока новостей о боях в этом районе у меня нет, надеюсь, появятся к утру. На Чугуевско-Изюмском направлении две новости. Новость первая, это возобновились бои за Изюм. То есть в южной части города, те части ВСУ, которые засели, они за последние 2 суток, потому что было гуманитарное перемирие, перегруппировались, получили передышку. И сегодня вечером российские войска вновь предприняли попытку их добить. Результатов тоже пока нет, но я думаю, с учетом той ожесточенности, с которой были бои в Волновахе, я думаю, за один день их там не добьют. Там сражаются остатки 81-й десантно-штурмовой бригады, одной из самых боеспособных подразделений ВСУ. И потому зачистка Изюма будет не менее ожесточенной, чем зачистка Волновахи, которая, по сути, на сегодняшний день превратилась в руины Сталинграда, только в миниатюре. То есть ничего хорошего для жителей Изюма я сказать не могу. К сожалению, их город уже приговорен. И также вторая новость, она пришла с Чугуева. ВСУ взорвали железнодорожный мост через Северский Донец, а это говорит о том, что российские войска приближаются и готовятся к атаке. Очень может быть, завтра мы увидим уже бои за этот город. И последние новости, которые пришли из Киева, вернее из-под Киева. Жители дальних пригородов столицы, это Васильков и Фастов, говорят о том, что их города готовят к усиленной обороне, и тем самым я не могу обнадежить теперь и жителей этих городов. Скорее всего, за ваши города будет идти очень серьезная драка, чреватая очень большими разрушениями. То есть жители городов сообщают о том, что ВСУ прибрасывают туда очень серьезные силы, танки, бронемашины. Все это окапывается по городу, размещаются артиллерийские установки. В общем, как и жителям Изюма, я жителям Фастова советую, пока не поздно, подумать о своей безопасности. И то же самое касается жителей Василькова. Потому что фронт к вашим городам приближается. Что касается ситуации восточнее Киева, то российские войска сегодня днем штурмовали город Гоголев. Это небольшой городишко в нескольких километрах от Броваров. Я многократно проезжал в свое время через него. И очень похоже, что российские войска его сегодня взяли. И также они продвигаются на юг, медленно, но уверенно продвигаются на юг, в трассе Киев-Харьков. Подчеркиваю, почему здесь очень медленное продвижение, потому что все населенные пункты, которые занимаются российскими войсками, они сразу же зачищаются. То есть здесь российские войска, как на западе, так и на востоке от Киева, перешли к новой тактике. Если они уже занимают какой-то населенный пункт, то они сразу его зачищают, чтобы не было там никакой партизанщины. Отсюда и низкие темпы продвижения. Правда, надо сказать, что российские войска и не собираются брать пока штурмом город Киев. Наоборот, для российского командования гораздо выгоднее, чем большее количество населения именно покинуло этот город. На самом деле здесь есть два смысла. Во-первых, гораздо меньше будет жертв во время его штурма. Кстати, это касается не только Киева, но и, например, Харькова. А второй момент, когда эти города будут освобождены, гораздо меньше будет проблем с обеспечением оставшегося в них населения. Вот это то, что я могу сказать сегодня по состоянию на вечер 11 марта. Следующий выпуск будет уже завтра утром и будет посвящен очень интересной и глобальной теме. То есть утром мы сегодня поговорили о том, как воздействуют санкции на Россию, а завтра утром я хочу поговорить о том, что ожидает Европу уже в самое ближайшее время. Все, на этом пока все. Анонс сделан. До свидания и до завтра.